Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я стрельцов, так как этот расклад будет именно для них. Мы посмотрим, что ждет тех, кто родился под знаком Стрельца в феврале. Рассмотрим общую атмосферу февраля, сферу работы, финансов, личной жизни, совет и предостережение. Позиция у нас будет одна, общая для всех стрельцов. Выбирать ничего не нужно. Устраивайтесь поудобнее и давайте будем смотреть. Итак, какая будет общая атмосфера для стрельцов в феврале? Общая атмосфера. Новые двери для вас открываются. Двери в дом. У кого-то это покупка недвижимости, завершение ремонта, создание семьи, достижение тех целей, которые вы себе ставили, достижение тех целей, к которым вы двигались весьма длительное время. Причем это не конечный пункт, вам есть к чему стремиться. Прекрасный февраль. Потому что, посмотрите, карта сад – это большое количество приятного общения, и это какой-то вот новый виток, новая страница, новая глава вашей жизни. Причем она связана со стабильностью, с домом, с семьей. Как я уже сказала, у кого-то это решение жилищных вопросов в положительном ключе. У кого-то это вопрос стабильных отношений, рождение детей, создание семьи, выход на новый уровень. Плюс в соответствии с тем, что вы наметили, вы еще ставите себе дальнейшие цели, которых вы планируете достичь. Много информации, которая пока от вас закрыта, но вы ее обязательно получите. Много знаний, которые вам пригодятся и будут нужны в дальнейшем. Положительный февраль, замечательный февраль. Давайте теперь посмотрим по сферам. Итак, сфера работы у стрельцов. Сфера работы. Победа. Вот прям, знаете, заключение договоров, проекты успешные, сдача проектов, решения различных дел, различных вопросов. Вот прям, знаете, вы на коне. Пользуетесь авторитетом, получаете необходимые вам знания, укрепляете свои позиции, люди вас уважают. И нужно сказать, что вот при такой позиции, как правило, сначала вы работаете на авторитет, потом авторитет работает на вас. И это весьма заслуженно. Карта правосудия. У кого-то здесь назначение на новую должность, смена места работы, но смена в положительном ключе. Причем, вы знаете, здесь вот прям принятие каких-то решений, которые вас возвышают над ситуацией и двигают вперед в нужном направлении, в положительном направлении. Удача вам сопутствует. Перемены однозначно, но перемены в лучшую сторону. У каждого свои. Прям вот 3 старших аркана и туз мечей. Все, что будет происходить в сфере работы, однозначно вам на пользу и в нужном направлении. Так, как надо. Так, как положено, так, как будет хорошо именно для вас. Поэтому то, что вы делаете с позиции духовности, с позиции личностного роста, с позиции возвышения себя как специалиста. Не то, что вы сами себя возвышаете, а вы действительно доросли до того статуса, когда вы имеете право называться классным специалистом, хорошим руководителем, наставником. Вот все, что связано с исполняемыми вами обязанностями. Все делаете правильно, все делаете так, как нужно. Причем именно с чувством долга, с чувством чести, с чувством уважения к тем людям, которые вас окружают. Они, кстати, очень вас уважают. Они прям вот, знаете, понимают, что можно вам доверять. Они понимают, что действительно на вас можно положиться. Хороший специалист. Замечательные перемены, замечательное движение вперед. Что касается финансов у нас, стрельцов. Ой, карты побежали. Карты побежали. Спешат рассказать. Видимо, финансы какие-то спешат к вам в руки. Так, финансы стрельцов. Боитесь, переживаете. Переживать не нужно.
Действительно, как будто бы были какие-то проблемы с финансами, которые можно будет решить. Выбор. Вы, знаете, выбираете тот путь, по которому вы будете идти, решая финансовые вопросы. Много переживаний. А что конкретно с финансами? Почему переживаете? Нет, на самом деле здесь доходы стабильные, доходов хватает. Хватает на то, чтобы купить все, что вам хочется, на то, чтобы получить все услуги, которые вас могут порадовать. Но только почему-то, знаете, вот здесь такие моменты, когда вы выбираете очень обдуманно и взвешенно относиться к своим доходам. Такое чувство, что вот есть деньги, они постоянно приходят, но для того, чтобы их потратить вот именно на то, что вы хотите, вы 100 раз подумаете, боитесь тратить деньги, потому что была такая ситуация, когда вы оступились, либо потратили очень много, либо вложили куда-то не туда, не оправдав своих надежд. И поэтому здесь вместо того, чтобы вот тратить на свои удовольствия, хотя вы можете это сделать, вы можете купить себе все, что угодно, вы, наоборот, как-то воздерживаетесь от расходов, воздерживаетесь от таких крупных трат, да даже от мелких трат воздерживаетесь, потому что это ваш выбор, вы боитесь, вот знаете, остаться без денег. А почему? Ну, понятно то, что ошибки прошлого вы, наверное, копите куда-то. Так, во-первых, здесь может быть такое, что вы кому-то помогаете. Вы либо кому-то помогаете, да, как благотворительность, вот с точки зрения милосердия кому-то жертвуете ваши деньги. Да, совершенно верно. Здесь, знаете, вот у большинства отыграется такое, что вы тратите деньги не на себя, а помогаете кому-то. У тех, кто никому не помогает, здесь как такое накопление своего рода для того, чтобы вложить в какой-то более крупный проект, для того, чтобы вот именно собрать и вложить во что-то такое стоящее, во что-то максимально стоящее для вас и значимое. Так, далее у нас сфера любви, личной жизни у стрельцов. Сфера любви, что ждет в любви стрельцов? Достижение цели. Вы знаете, новых знакомств, вот в первую очередь хотелось бы отметить, что новых знакомств, новых людей в вашей жизни я не вижу. Все происходит с теми людьми, с теми партнерами, которые уже есть в вашей жизни. Движение вперед, причем движение такое, что вы противостоите друг другу, да, здесь есть такое, что каждый меряется майками, доказывает друг другу свою значимость. Но тенденция к тому, чтобы выводить отношения на новый уровень. Для тех, кто на расстоянии, либо в поездках, здесь, да, может отыгрываться, что вы на расстоянии, вы на дистанции. Такое тоже может быть. Но в целом здесь тенденция к тому, чтобы ваши с партнером взаимоотношения, они выходили на новый уровень. Вот до тех пор, пока вы не договоритесь между собой, вы будете как-то, вот знаете, более автономны. Вот вы сами по себе, он сам по себе. Причем каждый из вас такая самодостаточная, самостоятельная личность. Нет здесь такой созависимости, наоборот, каждый старается доказать друг другу свою значимость. Но как только вы сумеете найти компромиссы, здесь можно будет говорить о том, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень. До тех пор, пока вы не найдете эти компромиссы, здесь будете ходить по кругу. Как только вы эти компромиссы найдете, вы сразу же двинетесь вперед, вот дальше на новый уровень, к намеченным целям и так далее. Давайте посмотрим, что у нас в советах, к чему стоит стремиться стрельцам. К чему стремиться стрельцам в феврале. Сесть за стол переговоров. Сесть за стол переговоров и уйти от разногласий. Зарыть топор войны. Закрыть все те моменты, которые вас эмоционально истощали. Причем, вы знаете, здесь нужно взять инициативу в свои руки. Вот прям
женщина инициатор того, чтобы сесть за стол переговоров, провести какую-то, знаете, вот даже не дискуссию, а конструктивный диалог, который позволит вам, вот шестерка мечей, это двинуться вперед, поехать, переехать, если нужно. В целом шестерка мечей говорит о том, что мы идем к новым берегам, оставляя позади все плохое, все устаревшее, все лишнее, все, что мешает. Потому что вот это вот все устаревшее, лишнее, все, что мешает, причиняло боль, доставляло дискомфорт. Поэтому нужно здесь действительно зарыть топор войны до тех пор, пока не будут найдены компромиссы, да, как я сказала ранее. Здесь будет наблюдаться хождение по кругу. Вот все зависит от вас. Сколько долго вы хотите ходить по этому кругу, столько и будет это продолжаться, вот эта вот вся история. Чем быстрее вы сядете за стол переговоров и решите забыть все обиды, все проблемы, оставить их позади, тем быстрее вы продвинетесь вперед к тем целям, которые вы перед собой ставите. А чего стоит остерегаться, стрельцам? Чего стоит остерегаться? Смотрите, не старайтесь вывести все в одиночку. Во-первых, будут какие-то новости, будут какие-то предложения, они связаны с работой, они связаны с партнерством. Вот все партнерство, которое вы планируете принимать, рассматривайте пристально на предмет того, подходит оно вам или не подходит. Причем это партнерство, оно больше относится к работе. Вот все, что делаете в работе, делайте внимательно, делайте аккуратно, делайте не спеша. Но не старайтесь вывести все сами. Здесь действительно нужно действовать в коллаборации, с чьей-то помощью, с чьей-то поддержкой. Но важно тщательно отбирать тех, так скажем, людей, тех коллег, клиентов, партнеров, сотрудников и так далее, с которыми вы будете взаимодействовать. Потому что очень много может быть и страхов, и иллюзий, и взглядов на все происходящее сквозь розовые очки. Вот от иллюзий стоит избавиться, и важно будет посмотреть на все происходящее таким здравым, трезвым взглядом. Потому как много информации от вас пока еще закрыто, но, тем не менее, те новости, как я уже сказала, и те предложения, которые к вам нужно, которые к вам будут поступать, нужно будет, вот знаете, как через сито просеять на предмет того, что подходит вам или не подходит, пользу принесет или не пользу. Вот такой будет у нас февраль у стрельцов. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.